Люксова десятка. Ми розігруємо мільйон для слухачів Люкс ФМ. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Кремль публично сорвался на Эрдогана. Турция подготовили боевиков, все вот, и взяли Алеппо. Так кто они? И на чьей они стороне? Лавров изменил риторику про переговоры. Мы к переговорам готовы при понимании, что они будут вестись на основе законных интересов каждой стороны. Путин приказал готовиться к победе в спецоперации. Чиновникам рассказали, что завершение спецоперации с любым исходом должно восприниматься обществом как победа. Вот об этом мы не только говорим далее, но сначала прошу вас поставить лайк и подписаться на этот канал. У нас тут просто действительно интересно. Погнали. Турция. Вышли на митинг, что-то там помитинговали, пошли домой, легли спать, подготовили боевиков, все вот. С их протекцией они сейчас зашли, взяли Алеппо. Вот для того, чтобы вы все могли хорошенько для себя подумать и решить. Так кто они? И на чьей они стороне? После того, как протурецкие повстанцы начали вышвыривать Россию из Сирии, Кремль впервые сделал открытый, публичный, агрессивный выпад в сторону дорогого друга и верного союзника Эрдогана. На роль того, кто озвучит этот тезис, мол, Реджеп, а ты вообще чьих будешь, отобрали козла отпущения Апти Алаудинова. Несмотря на то, что, да, этот персонаж стал уже интернет-мемом еще со времен начала Курской операции ВСУ, Алаудинов есть официальным представителем путинского Минобороны. То есть все его слова воспринимаются как официальные заявления от этого ведомства. Ну а сейчас, как мы поняли, российская Минобороны после реального позора в Сирии просто решила помахать кулаками после драки и пытаться что-то как-то куда-то выяснить отношения с Эрдоганом. Но только тут есть нюанс. Со слабыми отношения никто не выясняет. Слабым просто указывают место, где они должны сидеть и не вякать. А Путин в Сирии именно так себя и показал. Ну, вдумайтесь, столько времени воевать, столько денег на войну в Сирии тратить, чтобы за пару дней все потерять. Просто посмотрите на это позорище. Они же даже свой флот из Сирии экстренно вывели, чтобы, не дай бог. Ну, ВСУ, наверное, и так уже уничтожили достаточное количество корабликов. Больше дедушка такого, наверное, не хочет. Россия приступила к выводу кораблей с военно-морской базы в сирийском Тартусе после быстрого продвижения по Сирии повстанцев-исламистов, которых не может сдержать армия Асада. Всего военно-морская группировка России в Сирии насчитывает 5 кораблей и 1 подводную лодку. В их число входят 2 фрегата класса «Адмирал Горшков», 1 фрегат класса «Адмирал Григорович», улучшенная подводная лодка класса «Кива» и 2 вспомогательных судна. Существует реальная вероятность того, что уход связан с ухудшением ситуации в Сирии, пишет военно-морской аналитик. Ну что это, если не победа бункерного многоходовочника? Серьезно. Тут еще важно отметить, Алаудинов, то есть российская Минобороны, не одна структура, которая вызверилась сейчас на турецкого президента. В список тех, кто начал выть по поводу нового удара в дряблую спину, есть еще один персонаж. Это депутат Государственной Думы Российской Федерации Гурулев, который тоже есть официальным лицом в России. Алкогенералом, да, но все же это официальное лицо. Просто послушайте, что он говорит про Реджепа. Обострение в Сирийской Арабской Республике – это очередная попытка воткнуть нам нож в спину. В наших что? Ну, так сказать, не тылах, а, честно говоря, там в нашей зоне интереса. То, что там сегодня-то началось, и завтра это точно не прекратится. Надо понимать, что эскалация будет в том числе и в Сирийской Арабской Республике, а вообще на Ближнем Востоке. Очередной нож в спину. Турция, на чьей ты стороне? Да как вы могли? Кричат пропагандисты, чиновники, ну и прочие клоуны по типу Алаудинова. Все тут на самом деле просто, ведь тут есть весьма закономерная цепочка, которую можно построить, опираясь всего лишь на события последних месяцев. Вот был саммит БРИКС в Казани, туда приехал Эрдоган. Отдал там Эрдоган Путину свои документы про мирное урегулирование российской войны против Украины, о чем рассказывал Путин журналистам после этого саммита. Турецкий МИД говорил, что мир должен быть,
в рамках территориальной целостности Украины, что Крым должен быть в Украине, вернуть его Путин должен Украине. Значит, вполне вероятно, что в этих документах Эрдогана было прописано именно про возвращение Крыма Украине и про суверенитет Украины. Логично, что это все Путину не понравилось. Они, кстати, на официальном уровне публично отвергли предложение Реджепа. Ну и Реджеп посмотрел на это все и сказал: ах так, по-хорошему не понимаете? Ну, окей, тогда держите Сирию, поговорим потом. То есть, все взаимосвязано. СМИ пишут, что будто бы наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией. Но, честно говоря, я с этим в корне не согласен. Сейчас скажу почему, но сначала предлагаю послушать кое-что в этом контексте. Просто путинские эксперты и те же пропагандисты уже начали угрожать Турции войной. Здесь есть болевые точки для очень многих игроков, и для Турецкой республики в частности. Собственно, она показывает свое вот это вот классическое многостулье. Не учла Турция один фактор, который она не учла и раньше. Это фактор России. Не учла Турецкая республика фактор России. Это уже было. Мы помним ситуацию со сбитым российским самолетом, помним сложности, которые тогда возникли. Сейчас, вот на данный момент, да, российско-турецкие отношения находятся в управляемой среде и с точки зрения политической, экономической, и с точки зрения безопасности. Но Турция опять решила наступить на те же грабли и играть в ва-банк. Но она понимает, что американцы ее поддерживать не будут. А если кто и будет поддерживать действия Турции на этом направлении, то это скорее Израиль, а здесь очень маловероятные точки соприкосновения. А сами по себе американцы, у них там есть контингент, он небольшой, он до сих пор незаконно оккупирует часть Сирии. Кстати, напомню, что турки тоже не очень-то законно находятся на территории Сирии. И гениальным, да, для наших слушателей, зрителей, напомню, было объяснение Эрдогану, что они там делают. Они там по приглашению народа Сирии. Да? Очень интересная трактовка, которую надо записать, выучить, и каждый раз, когда что-то будет происходить, решению народа. Что мы делаем, не знаю, там, в Чешме, откуда там наш корабль причалил к Чесменской бухте? Мы там по приглашению турецкого народа. Это пропагандист вспомнил за Чесменское сражение 1770 года, когда русский флот разгромил турецкий. Но тут сразу же есть два нюанса. То, какой мощный флот у путинской России сейчас, показали дроны ВСУ. Привет крейсеру «Москва». Ну и бегство его флота из Сирии, яркий тому пример. Второй момент. Я хочу отметить, тут пропагандисты, да, российские, ноют про то, что они не ожидали таких событий, что их снова обманули, нож в спину. Но, погодите, Путин сам же убил Пригожина и отдал сирийский проект под Минобороны. То есть, Путин, считай, сам инициировал нынешние события. Как бы тут, да, за что боролись? Когда режим сирийского диктатора Башара Асада падет, ну а все сейчас к этому идет, влияние Москвы на Ближнем Востоке ослабнет. И именно это, кстати говоря, может стать предвестником краха политического режима в России. Потому что элиты это все увидят, они и сейчас это, собственно, видят, ну и сделают свои выводы. Как вы думаете, с чего это вдруг на фоне громкого разгрома в Сирии вылез Лавров и заговорил про переговоры с Украиной? Точнее, даже не заговорил. Он заклянчил про переговоры. Он даже изменил риторику. Жеребец позабыл про июньский ультиматум Путина, когда российский диктатор, я напомню, говорил Украине добровольно сдать 4 региона и уменьшить численность ВСУ, отказаться от НАТО в том числе. Теперь просто Лавров рассказывает, что переговоры должны учитывать интересы двух сторон, а не только России, как это было ранее. Ну, вот такая у них была позиция. Ни слова об Украине без Украины. А то, что они в рамках формулы Зеленского уже 2 с лишним года обсуждают Россию без России, это никому в голову не приходит. А мы готовы к честным переговорам, как сказал президент Путин. Он, правда, посоветовал хозяевам Зеленского для начала заставить его отменить декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина. Но мы к переговорам готовы при понимании, что они будут вестись на основе законного учета, всеобъемлющего учета законных интересов каждой страны. То есть Кремль, оказывается, обижается на то, что про Россию на Западе говорят без России. Видите, вот оно в чем дело-то. Ну, как бы, Шольц недавно звонил Путину, Трамп, вероятно, тоже с ним говорил. Зеленский заявил о том, что Россию вообще-то приглашают на 2-й саммит мира. Где там про Россию говорят без России?
Просто говорят с ней сейчас с позиции силы. И Кремлю это признавать как-то неудобно. Как я говорил вчера, повторюсь, у Путина трещит по всем сторонам. Геополитика провалена полностью. Смотрите, Молдова – провал, Абхазия – провал, Армения – провал, Грузия – массовые протесты, тоже провал, нестабильность, эскалация, Сирия – провал. И это только события последних месяцев. Кстати, кроме таких болевых точек, как Сирия и Грузия, вполне реально может добавиться и Беларусь, где скоро, я напомню, очередные так называемые выборы президента. Просто факт в том, что протестный потенциал в союзном Путину государстве не исчез, и большинство Лукашенко ненавидят всем сердцем. Как-то согласитесь, да, кучно все пошло. А Путин? А что Путин? А Путин снова молчит. Путин игнорирует все проблемы. Российский МИД, Кремль буквально провалил свою работу от стран СНГ до окраин. Россия буквально находится на пороге большого шухера, назовем это так. А дедушка разговаривает про судьбу сперматозоидов. Есть заблуждение, что все считают, что сперматозоиды знают, куда плыть. Что? Сперматозоиды знают, куда плыть. Это неправда. Извините, я не слышал. Еще раз повторите. Сперматозоиды знают, куда плыть. Так считают все. Это неправда. Они не знают. И даже те, которые плывут в правильном направлении, не первый производит оплодотворение, где-то 100-й. Вот в науке то же самое. Вот поисковые исследования, мы не знаем, куда плыть. И очень многие плывут вообще в другую сторону. Знаете, знают или не знают, но плывут куда надо. Это самое главное. Это те, о которых мы узнаем. Других дел нет, ей-богу. Если серьезно, то Кремль сейчас активно готовит почву для того, как им закончить их так называемую спецоперацию и продать это за победу своему народу. Буквально недавно на семинаре для вице-губернаторов, который организовала администрация Путина, чиновникам рассказали, что завершение спецоперации с любым исходом должно восприниматься обществом как победа. Типа, работайте, чиновники, говорите так, чтобы все поверили. На семинаре для вице-губернаторов, организованном администрацией президента, чиновникам рассказали, что завершение спецоперации с любым исходом должно восприниматься обществом как победа. Хотя образ так называемой победы, на который надо ориентироваться, подозрительно смахивает на мирный план команды Трампа и условия Украины для переговоров с Россией. Уже больше половины россиян поддерживают идею остановить спецоперацию. От нее успели устать все. Добровольцы, которых заманивали миллионными контрактами, заканчиваются. Холодильник побеждает телевизор. Неважно, как преподнесут окончание так называемой спецоперации гражданам России. Лишь бы Кремль утешился словом «победа». Ну не перепутайте, Путин все так и планировал, ведь все четко по плану и строго в соответствии с графиком. До новых встреч, друзья!